И смех, и грех. Случайно с моими документами главный врач поликлиники или зам главного врача отдала мне вот такую вот выписку с амбулаторной моей карты. И вот я дома как посмотрела, оказывается, я у врача ухо лечила, 7 дней подряд ходила на процедуры, а я об этом даже и знать не знала. И посмотреть вообще, что они нам приписывают, какие посещения врачей, это просто, мы даже на это внимание не обращаем. Откуда мы знаем, что существует такая документация у них? В общем, от терапевта я вообще не выхожу. Каждый день там бываю. В общем, если ознакомиться вот с этой вот выпиской, то я живу в поликлинике, наверное, на раскладушке около регистратуры. Всем привет, с вами Life is Strange. Ну что же, скорую помощь мы с вами вызывали, с врачами воевали, а значит пришло время пойти на передовую, так сказать, на первую линию обороны. Там, где сидит регистратура. Ну, вы догадались, я говорю о поликлиниках. Ну что же, капайте мензурку. Сегодня мы посмотрим с вами безумие, которое происходит там. Начинаем. Ох, глупые! Хватит, перестань! Ты где находишься-то? Где мы находимся? Хватит, прекрати! В бардаке мы находимся. Да. Идешь, В бардаке мы находимся. перестань! Ну не шумите, вы пройдете, значит, раз вы за мужчину, но оставшая ваша очередь пойдет следом за нами. Мы тоже не будем здесь до вечера сидеть. Мы вам ничего не говорим. Мы вам ничего не говорим, но за вами сейчас пришла целая очередь, 50, там, 30 человек. Вообще что, дура? Полиция, что ребенок? Женщина, вы Нормально? Я тебя тыкну, ребенку не надо тыкать. Господи, что за люди? Я тебе сказала, ребенку не тычь мне. Я за нее ложку оторву. Хватит, прекратите! Это вообще, да. Не, ну а зачем? Нет, а зачем? А что болтать? Но мы первые пришли вот втроем. Ну вы правы. А вы правы. Да, мы правы. Мы Вы сидели. туда, и вы что? туда. Нам вот сказала этих Я не медсестра. мужчина, мы вам уже говорим, мы понимаем, что вы были первые, но вы понимаете, что вы сели там и за вами собралась очередь. За вами Все там. вы заняли очередь, а вы где были? А мы здесь Почему заняли очередь там, куда мы были записаны. Почему вы очередь не занимали? Я заняла очередь. За кем? Я заняла вот за Вот и этой что дамой. за ней? Вот и А ты будешь стоять, а вы что, драться на всех драться будете, что ли? Бестолковые, блин. Но если ты вдруг любитель поговорить сам с собой, то все правильно ты делаешь, ведь приятно порой поговорить с умным человеком. Ну а всем остальным я напоминаю, что вы находитесь на канале «Странная жизнь», где я раскрываю все грани человеческого безумия, где бы и с кем бы это ни происходило. Кстати, данное видео несет исключительно обучающий характер, ведь на примере различных ситуаций из жизни я демонстрирую людям, как не стоит себя вести в цивилизованном обществе. Кстати, на примере данного конкретного видео хочу показать не только, что врачи бывают плохими, скорее наоборот. Хочу показать, с каким стрессом порой сталкиваются врачи, ну и пациенты тоже. Вы мне пропишете что-нибудь? Нет. Почему? Потому что вам уже прописали. Что мне прописали? Ну, Ничего. вы Мне были никак... приняты. Мне ничего не прописали. Мне сказали прийти в понедельник к хирургу. У меня болит нога. Ну, Я вызвала выпила скорую. обезболивающее. Никакое выпишите. Анальгин, Я не пятидесят доктор. Иди, вот. Смотри. Чего? Немулит и немулит растирание. И подпись ваша, что это вы мне выписали. И идите. Подпись и печать вообще-то поставьте Иди. врача. Куда? Поставьте подпись и печать, что это вы выписали. Блядь. Чтобы я потом говорил, кто мне выписал. Идите отсюда. Вы Я вообще- сейчас милицию вызову, что ли? Вызовите. Ты Что вы знаешь, скажете? Поставьте подпись, что это вы мне выписали. У нас детей полный У вас Я уже- понимаю. Поставьте подпись, что Идите это вы. отсюда. Вы не можете подпись Я поставить. вам вот выписал. Идите. Вы не выписали. Выписывают с подписью Да и глянь. печатью учреждения. Вы меня Иди что, за отсюда. дур, что ли, держите? Я тут не пойму. Милицию Вызывайте милицию. Идите Подпись отсюда. поставьте, что вы выписали мне. Идите отсюда, еще будешь учить меня, что мне выписывать. Подпись поставьте мне. Идите
Идите отсюда. И приходите трезвый. Идите. Вы меня проверьте, что на алкоголь. Вы сумасшедший, что ли? Вы сумасшедший, что ли? Это вы сумасшедшие. Подпишите, что Да идите вы вы. отсюда. Вы не можете подпись свою поставить. Девочка милая, Вы не можете. с ребенком. Я понимаю, что вы с ребенком. Я тоже не просто так сюда Пожалуйста, пришла. выйдите, дайте Я ребенку хочу, чтобы принять. мне оказали помощь. Выйдите, Вы не подождите в оказываете. коридоре, Я идите, подождала ребенка уже. Дайте с ребенком принять. Подпись поставьте. Положи повязку. Подпись поставьте. Подпись свою поставьте. Куда вам? На лоб ее поставить? Вот сюда поставьте. Ставьте сюда. Вот сюда. Просто вот видите, бинтом вы мне ее А чем вам забинтуете? забинтовать? А Гипсом? чем она поможет мне бинт, скажите? Тугая повязка Ты при понимаешь, ушибах. кайфуете Девушка, ну вы что, ну вам Мне говорят. бинт чем поможет? Обычный Тугая бинт. повязка при А, ушибах. ну давайте, подпись поставьте, чтобы Да я вот уйдите это отсюда. купила. Да я уйду, вы мне Вы подпись мешаете вести поставьте. прием. Я у вас тоже на прием, я не Простите, просто нет, так вы не зашла. Ребенок запомнит вас навсегда. Вот этот ребенок. Вы- Вы не даете Поставьте обслужить ребенка. подпись, вы С ненормальны, переломом. что ли? Поставьте подпись, что Куда вы тебе мне... на лоб Вот поставить, на что ли? эту бумажку, что вы мне Идите, выписали. идите. Куда идти? Домой. Домой. Я пойду, вот И больше вы не мне... вызывайте скорую. Мгм, А в никогда. понедельник пойдешь в поликлинику. Понятно. Всё Подпись понятно. поставьте. Я пойду в поликлинику и Ну, видео вас вот щас это выведут. покажу. Ты что такой? Вы ненормальный? Идите отсюда. Вы ненормальный, что ли? Вы что делаете-то? Вы что делаете-то? Милая, любовь к селфи. Вообще. Прием, ребенок, прием. Идет. Где у вас это? Где у вас ваше это? Идите отсюда. Как зовут вас? Слушайте, женщина, Как ребенку зовут? вообще-то Сейчас Идите вы отсюда. примете. Зовут вас как? Зовут вас как? Вас как зовут? У вас где бейджик? Вас как зовут вообще? У вас где бейджик? Вас как зовут? Идите отсюда. Я уйду, вы мне скажите, как вас Вы зовут. идите отсюда. Уйду, вы мне скажите, вы Слишком почему так... сопливые, чтобы я вам Вы поч- докладывался, кто. Идите отсюда. Где у вас бейджик? Как врача зовут? Выйдите, Врача как? пожалуйста, из кабинета, Где у вас дайте ребенку написано принять. участковый? Какой врач сегодня сидит? Где написано? Фамилия, имя, отчество врача мне скажите. Ребенка можно принять. Можно. Ребенок с переломом. Фамилию, имя, отчество врача. Вот это вы мне Ребенок с скажите. переломом. Пожалуйста, выйдите из кабинета, дайте продолжить. Вы мне не прием можете ребенка. сказать? Вы сами себя задерживаете. Скажите мне имя, фамилия врача вот этого. Чтобы я на него подала уже в полицию, что он меня выгоняет, что он у меня руку поднимает. Где бейджик? Здрасте. Дайте продолжить У прием. врача фамилия, имя, отчество, где бейджик? Я хочу знать фамилию, имя, отчество врача. Так, меня не трогайте. Подождите, я пришла на прием. Выходит. Я пришла на прием. Мне нужна фамилия, имя, отчество врача. Почему у вас не по стандарту? У вас где у всех бейджики? У вас где у всех бейджики? Я почему не знаю, как вас зовут? Я почему не знаю, кто меня принимает? Мне фамилия, имя, отчество врача. Мне фамилия, имя, отчество врача нужна. Давайте выходим. Выходим. Я выйду, мне фамилию, имя, отчество врача скажите. Где написано, какой врач меня принимает? Я хочу знать, кто меня принимает. Тихо, вы что кричите? Мне фамилию, имя, отчество врача скажите. Я на него в понедельник напишу заявление. Мне фамилия, имя, отчество Какое врача. заявление? Какое надо, такое заявление. Как? Узнаете сейчас. Вы не знаете, кто у вас врач участковый? Бейджик у врача где? У вас где у всех бейджики? У вас где бейджики у всех? Я выйду, я выйду. Шумить. Вы что шумите? Давайте мне заведующего, доктора. Где написано врач? Куда? К себе проходите. К себе зовет врач. Дурдом на выезде вообще. Куда вы меня ведете-то, я не пойму. В какой? Мне вон тот врач, кто принимает. Как зовут, мне надо врача знать. Снимать меня не нужно, я не давала. Я хочу и снимаю. Я гражданин Российской Федерации, могу снимать где хочу. Никакой я закон не нарушаю. Врача как зовут вот эту? У вас где бейджик? Почему вы все без бейджиков? Я не знаю, кто меня принимает. У меня вас не интересно, как зовут, кто вот меня принимал сейчас. Принимал меня сейчас как? Голос Александр Григорьевич. У него почему бейджика нет? И почему не написано нигде, что сегодня принимает такой-то врач? Вам сказать, то, что дежурный доктор меняется по суткам. У него почему бейджика-то нет? У вас почему ни у кого бейджиков-то нет?
Вы должны с бейджиками быть все, чтобы я знала, кто меня принимает. Должны и обязаны. А вы Ну, свои должны и обязаны. И Я вам представилась. Без... понятно. Вы кто? Вы старший или Я что? ответственный доктор Центральной городской больницы на сегодняшний день. Мгм. А какой нелюбимый самый врач у вас? Напишите в комментариях. Лично у меня это стоматологи. Я не знаю, я буду терпеть до победного. Там не спать ночами, притом не спать там прям буквально месяцами. Короче, пока я не буду падать в обморок от зубной боли, я туда не пойду. Ну реально, это какой-то садомаза. 17 оттенков серого стоматолога. Вам еще не надоело? Я вас очень рада видеть. Я вам еще только начал заниматься. Вы же занимаетесь сейчас. В чем дело, молодой человек? В чем дело? Я выхожу из кабинета, мне сейчас некогда. Я Куда вы сейчас могу собрались? здесь закрыть. Заявление. Я Примите. сейчас могу здесь закрыть. Выходите. Заявление примите. Отказываюсь принимать заявление. Выходите. Заявление примите. Мне сейчас некогда, ожидайте. В смысле ожидать? Ожидайте меня. Чего? Примите заявление. Заявление примите, да я пойду. Что вы? Ждите меня возле кабинета, я подойду. Давай. Я вот здесь подожду. Товарищ заведующая поликлиникой, примите заявление, мне некогда. Ждите меня возле кабинета, я на рабочем месте. Вам все понятно? Закройте дверь. Это не ваше рабочее место. Закройте дверь. Примите заявление, я пойду. Отойдите, пожалуйста. Что вы меня толкаете? Отойдите, у меня рабочий кабинет 42-й. Пожалуйста, идите туда. Идите. Ну что это у нас? Операторы ЭВМ. Заведующая поликлиника номер 1 Ященко Марина Александровна. То есть я, как видно из этой видеозаписи, зашел к ней в кабинет и попросил, чтобы она приняла заявление, то есть на ее имя. То есть она это делать отказалась, вышла из кабинета, сказала, что она занята, и сказала мне ждать. И зашла к операторам ЭВМ, 21 кабинет, и утверждает, что это ее рабочее место. То есть, ну, когда зашел в кабинет, меня вытолкнула, то есть, и закрыла дверь. Вот, в принципе, как раз все, ждем дальше, что будет. У меня заявление примите. У меня рабочий кабинет где? Пожалуйста. У меня рабочий кабинет Мне где, сейчас вы знаете? мне надо сейчас Рабочий вставать. кабинет номер 42. меня Сейчас я нету времени. занимаюсь со всеми другими делами. Это понятно? Вот примите заявление, потом занимайтесь. Это понятно? Примите заявление и занимайтесь. Ты мне здесь не указывай. А, вы еще и тыкаете на меня. Что я получу? Вот видите, это вы сами довели до такого. Вот если бы вы не обоснованно полицию не вызывали, совсем по-другому бы я с вами разговаривал. А сейчас я каждый шаг свой снимаю здесь. Я первый, девушка. Нет. Да. Он зайдет ко мне на 10 часов. Нет, вы просто подпишите заявление. Все, я Нет. пойду. Да. Да, да. Молодой человек, отойдите, пожалуйста. Заявление напишите. У меня заявление примите, нет? Вы меня ждите. Вы меня заявление примите, я вам говорю. Вот так вот, товарищ заведующая поликлиникой. Примите мне заявление, я пойду. Ждите меня возле моего рабочего Нет, кабинета. я вас не буду Сейчас ждать. я занята. Вы не заняты.
Ждите меня возле Минза. моего рабочего кабинета. молодой Примите человек. заявление, пойду. У меня Ждите меня возле сегодня моего обследование рабочего и прием у кабинета. врача. То есть Ждите меня возле рабочего моего я кабинета. вызываю полицию. Вызывайте. Всё. Давайте, вперед. То есть игнорируют, принимают там каких-то людей. Мое заявление не принимают. И вот он человек куда-то заходит. До этого еще кто-то заходил. Алло, здравствуйте. Это Штыль Роман Николаевич. То есть вот я пришел в первую поликлинику города Балашова к заведующей поликлиникой Ященко Марине Александровне. То есть хотел... не принимает заявление, обращение, нарушает 59-й федеральный закон. Нет, не принимают заявление согласно 59-го федерального закона. То есть заведующая поликлиника не принимает заявление. Алло. Штыль Роман Николаевич. Штыль, да. В центре, который возле военкомата, возле института, между военкоматом и институтом. То есть это закрылось в кабинете с кем-то. То есть, заявление мое не принимает. То есть принимает каких-то людей, то есть я уже 40 минут нахожусь, с просьбой выдачи медицинской документации согласно 323 федерального закона. Не принимает заведующая поликлиникой номер 1 Ященко Марина Александровна. Просто игнорирует меня, провоцирует, толкает. То есть это у меня на видеозаписи все есть. То есть я, если что, предоставлю позже вам. То есть скину ее на флешку. Вы только далеко не уходите. Сейчас полиция приедет к вам. Сейчас все скажете полиции, все свои доводы. Да? Конечно. А я не пойду. Куда вы не пойдете? Это вы пойдете в полицию. Конечно, пойду. Молодой человек, выключите камеру. Нет, я имею право вас снимать. Потому что вы должностное лицо. Сейчас на кнопочку я нажму. Или вообще сейчас разобью. Давайте. Ну, пониже опусти. Видели, что мы сделали? Ой. Сейчас вы все это будете объяснять. Вы думаете, приедет ваш друг, товарищ майор? Я вызывал. Да. Что? Я уже заявление. Какое объяснение? Сначала спросите, что она делала. Вы вызывали полицию? Да, давайте. Изучите. Вот это вот она их порвала. Сейчас пойдемте писать. Где удобно. Не в кабинет, наверное? В смысле не обязательно? Должностное лицо, которое нарушило... Прям в любом месте, да? А где писать удобно будет? Не, давайте поднимемся туда наверх. Может туда наверх подняться? Не. Хорошо. Вот что меня еще удивляет. Вот вы заболели и решили пойти в поликлинику. Нет, не вызвали врача на дом, ведь вы смотрели мой видосик. Вот ссылочка на него болтается сейчас где-то там, наверху экрана. Ну, короче говоря, пришли в поликлинику, как белый человек, получили больничный лист.
недельку отлежались, покайфовали дома, и вот вы счастливы в ожидании, как вы завтра пойдете на любимую работу, приходите в поликлинику и садитесь в многочасовую очередь, и вокруг вас кашляющие, сопливые люди. Ну, вы представляете, какую вы трихомонаду по новой заработаете, и с нею пойдете делиться со своими коллегами на работе. Ну, блин, ну, я все понимаю, но все-таки можешь закрывать больничное на дому. Простите, а можно уточнить, что вы ищете? Что я ищу, чтобы посмотреть, показать вам, что проблемы с вашим полисом должны решать. Ну хорошо, я уже решаю, я позвонил в страховую, проблема решается. Сейчас ситуация в следующем. Я сейчас обратился с температурой в поликлинику, и вы отказываетесь мне оказывать медицинскую помощь. Поликлиника номер 169. Фамилия ваша Горячкина Любовь Васильевна. Я не отказываю вам. Я не отказываю Как? вам. Я приходил к вам, я сегодня второй раз к вам прихожу, и к врачу меня до сих пор не направили. Заведующим нашего были. Вы он мне ничего вразумительного не сказал. Зовите нас заведующих сюда. Как фамилия заведующего? Фамилию заведующего скажите, пожалуйста. Написано, Куделин Игорь Валентинович. Где? А, бегущая строка у вас. Куделин? Да. Угу. Просто медицинской помощи бесплатно мне отказывают. Все продолжается вот с этим молодым человеком. Что мне с ним делать? Просто вот у меня больничный лист до сегодняшнего числа. Живу я на Каненковой. Обратился по месту жительства. Неважно, я с заявлением обратился. Я буду лечиться там, где я выберу. Я написал заявление и выбрал лечиться здесь. На данный момент вы прикреплены к другой поликлинике. На данный момент я обратился к вам с заявлением. Вы будете отрицать, что я вам заявление подал? Вы подали заявление, но прикреплением я не занимаюсь. Я понимаю. Вы Я будете не отрицать, занимаюсь. что я заявление подал? Заявление вы подали. Вы приняли у меня заявление. Приняли. А прикреплять вас будут не Принимать здесь. с температурой вы меня будете, к Температуры, врачу пожалуйста. назначите. На данный момент вы обслуживаетесь в поликлинике, вот которую я вам сказала. На данный момент я пришел с температурой. Температура, Обслуживаться в пожалуйста, я вам поликлинику могу номер дать телефон неотложной 169. помощи. Телефон неотложной Я сейчас помощи сюда, могу значит, буду его вызывать. Так, 499 Вызывайте сюда, у меня нет с собой телефона, с которого я могу позвонить на этот номер. 26 69. Неотложный. Нет, я не могу мне позвонить. Неотложная помощь и вызов врача на дом, это именно на Мне не дом. нужен врача на дом, я обратился в поликлинику. Вы можете лечиться в любом То есть вы к учреждении. врачу отказываетесь назначать У вас меня. есть куда обратиться. Я еще раз вам повторяю, по данному месту я не буду обращаться, потому что я живу на улице Каненкова. Я обратился в поликлинику номер 169. С температурой стою. И медицинскую помощь не получаю, согласно Конституции. Зовите сюда заведующего. Я же вам когда еще сказала, вы можете вызвать врача на дом температурой. Я не могу, я дозвониться по этому телефону не могу. Я вам дала телефон. Я не буду по всем телефонам звонить. У меня деньги на телефоне закончились после звонков вот этих вот. У меня больничный по сегодняшнее число. Он пришел по месту жительства в поликлинику номер 169. Я хочу, чтобы здесь мне его либо продлили, либо признали меня трудоспособным и закрыли. Так, ну вот страховая, я уже вижу, полис у вас действующий. О, уже Но вы у нас не действующий. прикреплены. Ну, значит, Пациент прикрепляется. Я не прикрепляю. Я не заявление специалист подал. Я не специалист по прикреплению. Неважно, Пациент полис не действующий, прикреплен. значит, услугу мне можете оказать. Полис не прикреплен. Согласно ОМС. Согласно ОМС, вы прикреплены в другую Я поликлинику. написал заявление на Вы открепление. только написали Ну и заявление. все. Вы прикреплены в 108 Ну и что? поликлинику. Вы мне предлагаете с температурой ехать в 108-ю поликлинику? То есть вы мне медицинскую помощь отказываетесь предоставлять по полису ОМС? Да не господи. Не, Господи, поднимитесь, пожалуйста. Я не буду никуда подниматься. Пускай спускается сюда. Приглашайте сюда заведующего. Вы отказываетесь? Или в чем проблема? Я вам разъясняю, что вы... Мне не надо ничего разъяснять, я так все знаю. Все, что мне нужно, я знаю. Я обратился за медицинской помощью.
Если не сработает, подойдет сюда. Распечатать талон, вы нажимаете и все. Распечатать нужно. Иду в департамент и в Минздрав пойду. Как вы работаете? 179. На сегодня? На сегодня? Сейчас подходите к среднему пункту, выбираете полис нового образца, чипом вставляете. Ну, если не получится, подойдите сюда. Еще один вопрос. Нужно туда анализы для этого? И не получится ничего. С собой. Вот у меня больничный, вот паспорт, вот полис. 12-го? Я не помню. Я не помню уже. Татьяна Михайловна последний раз была. Я просто хочу понимать, нужно туда анализ или нет? Да, мне не отослали. Это по анализу. Направляла в ДСЖ? Да. Это насчет 209 кабинете. Суточек. Я жду назначения к доктору. Либо заведующего сюда приглашайте. Когда дадите отдельный? Я не знаю, требуется. 209 кабинет, Вы очередь создаете. Вы меня не обслуживаете, и очередь создаете. подойдите, распечатайте. Какой у нас адрес? Каменка, 19Б. Квартира? 5. Здравствуйте, а вы заведующий, да? Представьте, пожалуйста. Смотрите, ситуация следующая. Вот я обратился с больничным, у меня больничный до сегодняшнего числа, с полисом и паспортом. Выданный здесь по месту жительства. Прикреплен я в другой поликлинике. Я написал заявление на прикрепление. Да, на данный момент вы едете лечиться туда. Нет, я не еду с температурой никуда. Значит, я еду по месту вы жительства. повторно вызываете из колл-центра врача. Я не вызываю, потому что я же пришел сюда с температурой. Нет. Здесь у нас такие варианты. Либо вы едете туда, где вы прикреплены. Если вы не можете ехать, вы вызываете врача из колл-центра. Вариант у нас 3 на самом деле. Я обратился за медицинской помощью, в которой вы мне сейчас отказываете. Так я уже пришел, понимаете? И я не знаю, придет врач, не придет. Я не могу дозвониться по этим телефонам. Давайте вызовем, значит, вызывайте врача надо. Давайте вызовем. Где у вас? Конечно, вызовем. Посмотрите, пожалуйста, давно записывали? Давно записывали, у меня лежал социальный на 17. Поднимаемся. Добрый день. И фамилию, имя, кто принял заявку, там номер заявки. Сейчас мы с вами все скажете. Что? До 20 часов. У нас есть вариант 190 поликлиники. Почему мне 190, если я живу около 168, 169? Неотложная помощь. Я же вам давайте. Здравствуйте, извините, пожалуйста, вас беспокоит 169 поликлиника. У нас пациент не может до вас дозвониться. Я сейчас передам ему трубочку, примите от него вызов, хорошо? Звоню вам сейчас раз, девочки. Пожалуйста. Скажете, что вызывали у вас. Алло. Ну, они по направлению. Добрый вечер. Вот обратился в поликлинику для того, чтобы там продлить либо закрыть больничный. Вот. А так как я в поликлинике по месту жительства не прикреплен, я принимать отказываюсь. И говорят, чтобы я вызывал там неотложку, либо врача на дом. Вот. Ранее с вызовом врача на дом у меня возникали проблемы. Когда врач, которого я вызывал на дом, услышал, что у меня температура 39, он вообще отказался приезжать. Сказал, что надо неотложку там или скорую вызывать. Вот. До неотложки я дозвониться в течение полудня в принципе не мог. У меня все деньги на телефоне закончились. Не, просто нужно понять, почему меня не принимают в поликлинике, в которую я уже пришел, возможно, с температурой. Почему я должен на дом врача вызывать, если я пришел в поликлинику? Так я написал заявление на прикрепление. Сейчас я болею. Вот сначала пускай решат вопрос с пациентом, а потом решают административные вопросы с прикреплением. В течение 3 дней рабочих будет рассматриваться. Однократно должны принять, а они вот не принимают почему-то. Давайте я трубку заведующей терапии передам, и вы объясните, должны они меня принимать или нет. Вы адрес свой назвали? Сейчас я назову.
Здесь такая ситуация. Пациент не прикреплен к нам. И у нас существует, он прикреплен к 45-й поликлинике. Да, вы меня слышите? Он прикреплен к 45-й зав.отделению. У нас такие вот вопросы очень часто возникают. Когда пациент еще к нам не прикреплен. У нас существуют такие варианты. Либо он едет к себе, где он прикреплен, если он не может ехать, то он обращается к вам. Ну, наверное, закон. Сейчас у вас температура? Я думаю, что да. Он так думает. Он так думает. Нет. Пожалуйста. Или к вам. Так где вы живете? Да, все. Спасибо, здоровья, удачи. И зарплату вам. Ну все. Ну сейчас давайте мы примем. Он не может дозвониться, у него денежки. У него телефон, на телефоне закончились деньги. Он объяснил ситуацию. Так, а что нам так? Только он из дома вам может позвонить. Вы из дома, да? У меня нет домашнего телефона. Нет у него домашнего телефона. А что делать? Давайте примем вызов-то. Пусть Но принимают деньги вызов. закончились у него на телефоне. Пусть вызов принимают. Давайте вы меня примете. Решите как-то этот вопрос. Административные вопросы вы решаете после того, как вы с пациентом решите вопрос. Из дома вызываем доктора. Телефончик есть? Я нормально, хорошо Нет, я дозвонилась. не могу дозвониться. Но он У не меня может возникают дозвониться. трудности. Ну вот он говорит, что вы нормально можете дозвониться. Ну, а я говорю, что нет. А я говорю, что Я да. говорю. Так, пожалуйста, ты из дома вызывайте доктора. До свидания. Все нормально дозванивается. Нет, я не буду вызывать доктора, я хочу, чтобы меня в поликлинике приняли. Не будете принимать, да? Вы меня принимать не будете. Либо вы идете в свою поликлинику. Хорошо. Чудесная все-таки штука этот ваш интернет, он объединяет города и страны. Помните, я как-то вас просил написать в комментиках, из какой страны вы нас смотрите, откуда там только не писали, даже из Камбоджи, блин, представляете, кто-то нас смотрит из Камбоджи, блин, а это вообще где? Не, я, конечно, знаю, хотя надо погуглить. Короче говоря, не в этом суть дела. Даже не так давно у нас выходило видео от нашего подписчика из города Семей, Республики Казахстан. Кстати, если не видели, советую посмотреть. Опять-таки ссылочка на данный видосик болтается где-то там, наверху экрана. Но не в этом суть. Сейчас мы снова посмотрим видосик из Республики Казахстан. На этот раз, ну, сами понимаете, из поликлиники. Можно, пожалуйста, с камеры? Я вас предупреждаю. У меня включено. Можно, имею право по закону, я законы хорошо знаю. У меня есть. Если вы камеру снимаете, 130 тысяч штрафов. Я могу милицию вызвать. Когда я пойду в Нур-Отан, мы поднимем этот вопрос о 130. Хорошо, у меня вопрос. У моей матери, она сейчас приехала домой, поскольку я была после работы, я спала, она сюда сама приехала. Если бы она приехала со мной, вашей вот этой бы не поздоровилась. Это раз, я сейчас к ней зайду. У моей матери серьезные заболевания. Какое она имеет право, если у нее один человек сидит в коридоре, не принять ее? Через неделю, через две, когда у нее анализы просрочатся, чтобы она еще 1,5 месяца бегала. Ей нервничать нельзя. Она уже один раз так нервничала, она инсульт на ногах пережила, у нее зрение упало. Вы хотите, чтобы ее окончательно, чтобы ее парализовало или чтобы она умерла, чтобы вы ей заниматься начали? Поэтому я невропатологу направил. Да, почему тогда в Кайпасе невропатолог сказал, я вас даже без очереди приму, как только у вас выйдут анализы. А эта такая королевна сказала, выйдите из кабинета. Сейчас заведующий придет, давайте вот этот вопрос решаем. Потому что вот они сидят, но график закрыт у них. График закрытый? У нее каждый второй с онкологическим заболеванием, с высоким риском на инсульт. Каждый второй с диагнозом энцефалопатия, извините, я не знаю как. Вы знаете, что это такое? Вы понимаете, что с ней происходит? Это что за халатное? Вы клятву Гиппократа кому давали? Или в ее в современном мире плюнуть можно? Вы как направление даете, вы знаете, что мы половину анализов платно прошли, какие мы деньги потратили, какое она лечение приняла? И что у нее от этого лечения ни капли улучшения, у нее как свистела голова, так и свистит. Послушайте теперь. Сейчас, если медсестрам обращалась к невропатологу, специально я сказал, чтобы она болеет,
сразу направил. Давайте комиссия. Через неделю? Через 2? Чтобы у нее просрочились анализы, чтобы она опять их сдавала? 1-го откроется, она сказала. График у него полный забита. У нее, она, понимаете, она к ней зашла в кабинет, она говорит, я понимаю, у вас может быть и занятый график. Я все понимаю. Она ей поклала папку на стол. Ну вы можете просто посмотреть, сказать, что со мной происходит. Вы понимаете, что я умираю. Она сказала, выйдите. Человечность, вы знаете, что это такое? Она здесь? Здесь? Какой кабинет? Последний кабинет. Последний кабинет. Разговор. Здравствуйте. Ровно так же, как нашего терапевта, я предупреждаю, у меня включена камера. Полчаса назад приходила моя мать, которая уже 1,5 месяца бегает по всем врачам, собирает ваши вот эти вот анализы. Она к вам пришла, у вас один человек сидит, один в коридоре. И вы ей сказали, выйдите. Вы знаете, да мне все равно на вашу запись. Вы знаете ее анализ? Вы знаете, что такое энцефалопатия? Это раз. Человек пережил онкоболезнь. У нее 1 опухоль, 2 опухоль. Ей матку удалили, надпочечник удалили. У нее на спине деформация. Когда она вот этому врачу говорила, у меня болит спина сильно, он сказал, у всех болит спина. Сейчас у нее такая опухоль, которая влияет на разрушение позвоночника. Она вам сказала, хорошо, вы не можете меня принять. Поверьте, если бы она приехала сюда со мной, я просто после работы спала, я бы это сразу начала. Я с этой записью, я сейчас пойду в Нур-Отан, я отправлю ее в Минздрав о вашей халатности, что вы давали клятву Гиппократу. Для чего? Чтобы вам надо, чтобы ее... Вы тоже снимаете? Хорошо, вы имеете на это право, я не против. Она сейчас... Понимаете, что человек загибается? Ей сдохнуть надо или чтобы ее инсульт? Она у вас там оплачет. Я ей дома плакать не позволяю, нервничать. Она один раз, благодаря вашим врачам, которые ей отказали, такой у нее истерика была. Она пережила инсульт на ногах. У нее есть все заключения, что у нее благодаря этому упало зрение, что она сейчас очень плохо видит. И вы что добиваетесь? У нее сейчас высокий риск на инсульт. Она такие лекарства принимала, которые вот так ничем не помогли. У человека столько заболеваний, вы почему не разбираетесь? У вас каждый второй с онкологическим заболеванием, у вас каждый второй с энцефалопатией, с отмиранием мозга, а? У вас у каждого второго так, она вам попросила, просто посмотрите мои документы. Я сказала подождать, она не ждала меня. Вы, не надо. Вы сказали, выйдите из кабинета, выйдите, у меня запись занята, я не буду. Вот когда будет свободная, когда вы запишетесь, тогда я вас и приму. Хорошо, почему вас сюда посадили? Зачем? У нее в Кайпасе был невропатолог, которая сказала, пройдите все вот эти анализы, срочно пройдите. И когда у вас будут готовые анализы на руках, срочно приходите, я вас... Неважно, будет у меня очередь, будет у меня запись, я вас приму вне очереди, потому что ваше заболевание является серьезным. И мы не понимаем... Невропатолог в Кайпасе. Она сказала, мы не понимаем, что с вами происходит. Она умирает. Почему она не принимала тогда? Потому что вы здесь сидите. Вас Вы сюда только что посадили. приехали. А у нее только что вышли анализы на руки. Суббота-воскресенье вы не работаете. Да? У нее только что вышли анализы. И поверьте, я бы Бога молила, чтобы вы сюда не пришли, чтобы она к ней ушла. А? Она 76-го года, она молодая, она умирает, а вам всем насрать. Вам пофиг. Я же сказала, подождите. Вы не сказали, подождите. Я сказала ждать. Она врать не будет, она сказала, будет запись. Вышла, посмотрела, она уже ушла. Конечно, она в слезах зашла к терапевту, он сказал, ну что я могу сделать, записи нету. Как появится первая запись, вот вам телефон, мы вам позвоним.
Когда у вас просрочится через неделю, через 2, анализ крови сколько хранится, чтобы она заново все проходила? Почему участковые врачи, если вот это экстренное, почему она сама все это не делает? Я могла бы просто... Объясните терапевту, почему мы уже столько денег потратили? Поговорю. Почему он дает такие направления, которые мы месяц ждем? Вот месяц. А чтобы не ждать, мы идем, все проходим платно. Ну, месяца я вообще не была здесь. Вы сегодня могли ее принять? Вы думаете, я в первую очередь зашла к нему? Сейчас было то же самое, только у него. Вы не думаете, что я на вас срываюсь? Нет. Я только что от него зашла сюда. Я сейчас поеду в Нур-Отан поднять вопрос о компетентности вас, о компетентности этого терапевта, который сидит, не видит. Ему, у меня есть все записки врачей. Я предъявлю полную вот такую папку ее документов, где ему пишет врач, которого мы пошли платно, Глазнюк, который пишет: почему не обращают внимания на плохие анализы? Смотри, у нее сворачиваемость плохая. Почему вы такие халатные? Вам все равно? Вот ваша мать, вот представьте, будет умирать у вас на глазах, будет все забывать, а ты будешь только ходить, трястись и десятки тысяч тратить на анализы, чтобы она успела пройти все вовремя, и чтобы ей успели помочь. Вы понимаете? Ей матку удалили. Ей удалили надпочечник. У нее опять опухоль, а вам плевать. У вас такие случаи каждый день, чтобы человек опухолями просто задыхался, чтобы она умирала. Вы бы смогли смотреть, как умирает ваша мать. Успокойтесь. Я не успокоюсь. Почему это скорая не вызывает экстренную? Скорая? Да. Ваша скорая, знаете, что говорит? Ваши все врачи, ваши купленные дипломы, приезжает тупой врач, который говорит: а что мы сделаем? Идите к терапевту. Пришли к терапевту, он так на отвали посмотрел анализы, к нему 1000 раз зашли, он 1000 раз ответил на телефон, 1000 раз залез. Мухтар. Мухтар, я сейчас позову его. Зовите. Я прямо сейчас, я вас предупреждаю, я еду в первую очередь в Нур-Отан, я предъявлю эту запись, я сейчас возьму все ее результаты, что человек действительно, это не паника, человек действительно болен, человек серьезно болен. С такими заболеваниями человека должны экстренно везде пропускать, экстренно. Ваши же, плевать я хотел на вашу экстренную, плевать я хотел на клятву Гиппократа. Она куда хотела ложиться в больницу? Она не ложится, она собирает ваши анализы. Потому что ваши врачи... А кто назначил? Вы же не учитесь. Девушка, подождите, девушка, кто направил на анализ? Куда направили? Анализы Анализ везде. направляется, чтобы ложиться в больницу. Чтобы не ложиться в больницу, чтобы... Да, а вы посмотрели ее документы, когда она вас попросила: посмотрите мои документы. Вы видели, что... Сначала я сказала, у меня пациенты много, подожди, а потом она возмущалась, потом сказала: подождите, у меня больной есть, подождите, я сейчас зайдете потом. Сначала я возмущалась, да, правильно. А потом сказала: подождите. Если вы не знаете, почему человек так настаивает, если вы этого не знаете, вы врач, вы должны быть квалифицированы в этой. У вас должно быть, да, у меня нет спокойствия, извините, но я не врач. Это вы работаете с больными. У вас должна быть выдержка, врачебное спокойствие. Вы должны человека выслушать. Если бы ее выслушали, просто бы посмотрели ее анализы, никто не может понять, что с ней происходит. Почему? Мы что, в средневековье живем? Сначала участковый врач все разбирает, потом отправляет, понимаете? Да. Куда надо. Да. Нахрен, например, отправляют. Нет, Ее уже несколько месяцев посылают. Ну, конечно, с ее заболеваниями ей только консультация нужна. Ей лечение не надо. Она такое серьезное лечение приняла. Такие капельницы. А это есть подтверждение. Я сейчас в наш процедурный кабинет приеду, они все фиксируют. Какие она лекарства принимала, сколько раз она приходила на эти капельницы. Я это все соберу и поеду. А когда Нур-Отан это увидит, а в Нур-Отане это увидят, они все сопоставят, они посмотрят все ее заболевания, все ее заключения.
они посмотрят эту запись, они увидят, как вы халатно относитесь, и поверьте, у них поднимется вопрос о вашей квалификации и о том, стоит ли работать на такой должности с людьми, с человеческой жизнью. Это не игрушки, это человеческая жизнь. Я бы посмотрела на вас, если бы ваша мать умирала. А я это уже несколько месяцев наблюдаю, я с этим живу. И я пытаюсь хоть что-то сделать. Я понимаю вас. Я все сказала, все. Она уже ушла. Я сказала потом, подождите, я буду смотреть. Вы не Мне говорили, больной подождите. была. Если бы, поверьте, А она ушла, я... поверьте, когда я с ней хожу, это я всегда ору, она меня всегда успокоит. У нее спокойствие. Ну, я никогда не поверю, чтобы вы ей сказали, подождите, я вас сейчас приму, а она разревелась, как идиотка, и ушла. Она мало бы того, чтобы не возмущалась, она бы не разревелась, она бы терпеливо. Она бывало такое, что она уходит в 6 часов утра и приезжает в 8 часов вечера, и при этом она ни разу не покушала. Только потому, что она пытается сэкономить деньги, потому что она понимает, что я работаю одна, что мне тяжело, и что я тащу большую семью, что я десятки тысяч трачу на эти анализы платно, на платных врачей, я ее везде таскаю, и хоть бы я ей сколько раз не говорила, кушай, она все равно не кушает, и она голодная приходит в обморочном состоянии и говорит, весь день просидела, а меня не приняли. Я это просто так не оставлю, поверьте. Я прямо сейчас, я на машине, я поеду Что куда-то. потом участковый врач пришла, мне говорит, назначение давать надо. Да, после того, как она к нему и зашла и сказала, я сейчас жаловаться поеду. Без обследования, без записи, как мы будем... Без обследования? Да. Без обследования. Без записи, как будем... Без записи. Ой ты, Господи, извините. А у них запись. у них запись есть, а у неврологии нету записи. Запись. Без обследования. Вот такая пачка. Вот, на видео покажу. Вот такая пачка. Снимки. У нее за этот месяц, сколько раз она пришла? МРТ, КТ, с контрастом, без контраста. 1 раз, 2 раз, 3 раз. Повторно. Они пытаются понять, что с ней. Вот тот невропатолог пытается понять. Она ее приняла. Она ее приняла без очереди. Она ей дала направление. Сказала, вот это срочно пройдите. Я разберусь, что с вами. Почему вы так халатно отнеслись? Я не халатно отнеслась. У меня записи не было, поэтому по записи... То есть, я вас понимаю, человеческая жизнь у вас смотрится по записи. Если нет человека в записи, и эта запись появится только через неделю или 2, вам все равно. Иди домой, умирай, жди своей записи. Да? Главное, чтобы у тебя запись была, потом я тебя приму. И не важно, что ты умираешь. Для экстренной больных есть скорая помощь. Они доставят в больницу. Да, в больницу поедете, они должны в больницу положить, они будут обследовать. Если надо будет госпитализировать, они будут госпитализация. А на это... Знаете, ваши бы слова да Богу в уши. Только приезжают молодые, тупорылые, на скорой, которые даже укол нормально в вену сделать не могут. И которые говорят, ну... Чтобы они туда-сюда не ехали, они должны доставить в больницу. Сердце называется, когда снимают. ЭКГ. Они говорят, ЭКГ у вас нормально, сахар у вас в принципе в норме, у вас все нормально, с этим нормально, у вас что-то болит, нет? Ну все, извините, больше мы вам помочь ничем не можем. Идите, пожалуйста, к своему терапевту. Когда там заведующий приедет? Не знаю, я сейчас к врачу подошла, и она говорит, пусть заведующий придет и решит. Ну и еще одна вещь, которая просто неискоренима в нашей Руси-матушке. Кстати, возможно, в других странах такое тоже есть, кто его знает. Короче говоря, вот вы сидите в очереди, ждете, когда вас вызовут, либо свое время, хотя вот сколько я по времени раз не приходил, все равно это все скатывалось к обычной живой очереди. И всегда находятся люди, которые, мне только на минутку, мне только узнать, мне только спросить. И ты вот смотришь, как эти постоянно вот эти вне очереди вползающие люди в кабинет
к врачу, украдут просто твое время. Вроде действительно там спросил он там на 10, 20, 30 секунд, а то иногда на минуту, а иногда и на 5. Но у тебя в итоге вместо того, чтобы ты там полчасика просидел в очереди, ты тратишь уже час на это все. А ведь кто-то туда залазит действительно вне очереди. Ну, то я вот этого не понимаю, мне всегда это бесит. Прям хочется подойти и дать вот такого леща. Укус собаки, рваная рана под ногой. Мы до 8 работаем. Я понимаю, можно нам с ногой зайти, рваная рана под коленкой? Мы не принимаем. После снимка примите нас или нет? После снимка примите нас или нет? Вы нас примете после снимка или нет? Вы нас отсюда вообще прогнали в 15 минут. Мужчина, читайте им двери. Да я понимаю, я приехал сюда до этого времени. Я не уйду. Говорите, давайте. Вот эти молодые люди пришли сегодня к Ага. нам на прием, да? Мы Какие? приехали- В камеру смотрите тогда, раз камеру просите. Ага. Хорошо. Стационар позвонил к вам сюда, сказал, что мы шли сюда. Я с вами на вы Так, вы от ребенка отстаньте, я что не пойму? Вы что, нашли соперника? Кто с вами разговаривает? Какая сопля? Вы как с ребенком разговариваете? Кто сопля? ее попросила выйти. Может, вы сопля? Вы что себе позволяете? Вы не будете принимать? Отказываетесь? Вы всей семьей зашли. Всей семьей зашли. Мне Рот закройте, с врачом разговаривать. пока вы меня обработаете рану. Все. Вам рано Вы официально отказываетесь или нет? Я не понимаю. Вы врачи или кто вообще? Зачем прихожу? Скажите, у меня рваная рана, укусила собака. Я сижу 45 минут. Вы примете или Сначала нет? стационар отправили. Стационар я не уйду. Я спрашиваю. Увидите нас прием. Не надо на меня кричать. Вы после снимка примете нас или нет? Не примете после снимка, не примете. С рваной раной. То есть. Если бешенство, собака, вирусы. Не уйду. Вирусы. Закрывайте меня, еще хотите. Я такой же медик, как вы. Рядом в двух шагах отделение. Все. Рядом отделение в двух шагах. Все, я сказала. Там сказали к вам обратиться. Мы все люди адекватные, взрослые. Пожалуйста. Вы видите меня пациент? Вы после пациента примете нас или нет? Видите, у меня пациент. Вы примете или нет? Не примете? Никуда. Видите, у меня И больной. все, я снял на Я видео. не уйду отсюда никуда. Вы меня слышите? Женщина. Мужчина. Я вызываю охрану. Вызывайте охрану. Вызывайте охрану. Вызывайте. Крылечко здесь. Вызывайте охрану. Нет. Нет. Кого ждать, прием или охрану? Вызывайте Охрану ждать? Вызывайте. Мужчина, а вы здесь не прием. Вызывайте охрану. Вот уже пришел уже охранник. Вызывайте охрану. Ну, Давайте. здрасте. А что, здрасте, что хотите? А вы кто? Что вы А вы хотите, кто? сторож? Мужчина, а вы кто? Мы А пострадавшие. вы кто? Пострадавшие. Нет, вы именно Вас кто? заело, мы Вы пострадавшие. именно кто? Я Вызывайте пострадавший. охрану. Вызывайте охрану. Я Меня пострадавший. привезли на машине. Это вы, свободно. Потому Вы что не меня разговаривайте со мной, кусала пожалуйста. собака. Вы не разговаривайте так со мной. Вы Мужчина, не у меня раз- прием, видите? Вы примите нас Извините, потом. я отсюда не уйду с кабинета. До 8 Идите. часов работаем. Не надо Я пришла 15 Я минут выйду. возьму. до 8 часов Это вы работаем. здесь. Время 8 Я часов. ушел. Идите. Вот так вот, Я адекватные у уверена, нас что врачи. да. Дружище, ты извини. Просто рваная рана. Эти взрослые люди еще врачами себя называют. Все разбежались. Ну, молодцы какие. Вот женщина с рваной раной ноги. Ваши обязанности вас ожидают, товарищ медик. Не закрывайтесь, пожалуйста. Идите, работайте. Да я понимаю, а я что делаю такого противозаконного? Ну вот, сначала найдите причину и охрану вызывайте. И врач, тут люди, у человека рваная рана ноги. Мы только до 8, мы до 8. Серьезно? А... Кто я, повторите? Фрукт? Не понимаю. Давайте мы скорую подождем. Мы тут не бандиты, не толпа каких-то головорезов. Мы пострадавшие люди. Почему вы не кричали туда, в первом день, когда платили? Потому что у вас было время ваше. У нас людей, вы видели, сколько? У вас было ваше, вы неотложную помощь Вы оказываете. медики, а не магазин, который уходит. Я отсюда не уйду. Подожди, мам, говорите, я слушаю. Скажите, пожалуйста. Я вас Говорите, с вами мы не молчим. общаюсь. Вы ходите в коридор, вы Я не закрываете боюсь, сейчас не будете меня слушать. Я не понимаете, Нет, я слушаю. Я там стоял, слушал. Нет, вы отошли от меня. Вы Говорите, как-то говорите, уроды. говорите, я слушаю. Говорите, я слушаю вас. Что вы хотите услышать? Когда вы сюда пришли, мы зашивали там женщину в операционной.
женщину операционно зашивали. У меня были еще люди, которые ушли на рентген, которые должны были вернуться. Так точно. Я реально оценивала ситуацию, что я просто не смогу по времени вам оказать помощь. А по-человечески? Не то, что я вас специально туда отправила. Не то, что я специально вас отправила, то, что не Вам хотела. хирурги звонили сюда? По-человечески можно было? антирабической карты. Вы меня не слышите? Я вас слышу, вы меня не говорю, слышите. что я реально сейчас бы Вы меня не успела вам слышите. оказать помощь, потому что мы занимались людьми, которые были вперед вас. по Спасибо очереди. вашему доктору, кто собрал, извините, поднял и ушел. Понимаете? Понимаю, очень понимаю. Будем дальше разбираться по этому понятию. Вы же не магазин, который встали и ушли. А почему там вас не приняли? Это уже другой вопрос. Они работают после 8. Я пришла 15 минут 8. Почему должна 45 минут сразу сидеть на улице? Я все болит, вы понимаете? Или нет? Я понимаю, Нет, вы не понимаете. Были, которые давали, Вы что? вот реально, мы до 8 их отработали. Вы оказываете неотложную, экстренную Ну, помощь. я же не могу этих людей бросить. Вы в магните работаете? Да вы оцениваете ситуацию. Кто с чем приходит сюда? Вы плохо ее Что ли, оцениваете. это, а? Вы плохо оцениваете. И все. Я не хочу с вами разговаривать. Закрывайте меня. Закрывайте. Да, все, это просто не медицина, это цирк. Это цирк, давай. Не трогайте ребенка, не трогайте. Иди сюда, Лен. Или туда, или сюда. Почему Почему она она на старше? старшем? Иди сюда. Почему она со старшим так? А вы ее обзывали соплей? Вы ее обзывали соплей? А на камеру все пишется, на камеру все пишется. Вы что меня трогаете? Не трогайте ребенка. Это видели физическое воздействие на ребенка? На ребенка нападает. Ты что руки к ней тянешь, не пойму. Куда вы руки свои тянете? Царапались ногтями даже. У меня ногтей нет. Зачем вы ребенка? Просто вы все проблем нажили, ребят. Вообще кошмар. Просто взяла, кидается на ребенка. Как вас зовут? Как вас зовут? Кто вы такая? Как вас зовут? Иди домой. Вы сказали, камеру все пишет. Вы зачем на ребенка обзывались? Сейчас говорите, я не обзывалась на нее. А почему она на А старшем? почему Вы меня за руку хватаете? вы первые начали обзываться на нее? В чем проблема? Камера же все пишет. Вы сами сказали. Да, попросили о помощи, нам сказали, идите отсюда. И теперь они хотят, чтобы мы просто ушли. Мы плохие, они все в белом. Да вы же медики, вы видите, человеку плохо. Уделите 10-15 минут. Просто помочь человеку. У человека ребенок маленький. Ну я понимаю, если вы оценили адекватную ситуацию, 3 человека рентген, и мы одни. Хорошо, но закройте дверь, окажите, пожалуйста, помощь. Вы во сколько закрыли? Вы закрыли в 15 минут 8-го. Специально, чтобы люди не собирались, такие скандалы не устраивали. Ну, а если я не пришел ни с вывихнутым пальцем, ни подвернутой ногой, ни с синяком, мы пришли с рваной ноги. Кричать, понимаете? Я пытаюсь с вами спокойно разговаривать. Да вы поймите, мы не хотим говорить, мы хотим просто помощи. Вы со мной не разговариваете. Не слушайте вообще ничего. Мы хотим помощи. Вы хотите, чтобы мы вас слушали, вы нас не слушаете. Михаил Владимирович. Нам скандалы не нужны, просто помогите человеку и все. Маленький ребенок на иждивении у человека, да? Да все, Юрий, что ты рассказываешь? Ну, конечно, конечно. Нет, почему? Вы когда зашли, сказали, нам нужна перевязка, вы начали кричать. У меня все на камеру записано. У меня все... Я с вами до этого не разговаривала. Подожди, у меня написано все на камеру. Говорите. Ну вот все и все, вы не хотите. Не хочу, я все. Да нам помощь нужна, а не разговоры. Вы это можете понять. Ну вы же не даете себе помощь оказывать. Мы здесь сидим. Время, смотрите, сколько. 20-25. Мы просим помощи, а мы не даем оказать себе помощь. Это нонсенс вообще. То есть я сейчас одна осталась, а сейчас вы будете на меня. Да нет, вы можете идти, пожалуйста. Мы пришли вообще, когда вы работали. Я сторож и буду вам операции делать, наверное, все. А если вы сделаете, вообще будете золотым человеком. А на меня что наехали? Я сторож. Так вы сказали, вы охрана, вы начали спрашивать, мы вам ответили. Чтобы я сказала, что я охрана. Мы пришли в рабочие часы, они нам сказали, идите отсюда, а потом говорят, вы сами не дали нам оказать вам помощь. Не надо вот так все перевирать. Ну я все пишу, я не перевираю. Хорошо, пишите. Я все пишу от и до. Ну там другие слова у Я вас. объяснила, что я не укладываюсь. Вот, здрасте. Доброго дня. Как гладик. А что случилось? Спасибо. Вот, пожалуйста, укусила собака за ногу.
Можно сказать, рваные раны там. Нас отказались принять в рабочие часы. Даже задержаться минут на 5-10, чтобы оказать неотложную помощь. Они не смогли, они просто встали и ушли. Врач во дворе, бродячие собаки. Меня отправили, мы не принимаем, видите, в хирургию. Хирургия отправила сюда. Я не могу бегать. Потому что тоже не это, они же это... Естественно, вы пришли сюда, здесь нас не принимают. Сейчас я врач поднялся и ушел. Я все на камеру записал, как врач просто... Запиши пока данные, сейчас я позвоню старшему врачу своему. Попросили задержаться, они не смогли. Они до 8 типа сказали работать? Да. А потом медсестра, я снял все на камеру, она говорит, вы не дали оказать себе помощь. Мы тут сидим уже битый час. Они говорят, мы сами не дали, мы просим помощи. Как это можно понять? Мы не дали оказать себе помощь. А вы в хирургию обратились, вам сказали, идите в Тамбов? Да, туда. А вы где прописаны, по какому адресу? 66. Город Волжский. Местный, да. Относимся к этой поликлинике. Игорь, Лена где? Лена Соли там. Спасибо. Я это тоже записал. Спасибо. Сказали, полейте спирт и идите домой. С утра проснетесь, ноги не будет, придете, ляжете сюда. Ну, а пока мы тут с вами не перезаражали друг друга всякими трихомонадами и прочими коронавирусами, срочно поделись данным видео в своих социальных сетях. Пусть и другие люди узнают, какие порой безумия происходят в наших с вами поликлиниках. Ну и не забывайте ставить лайкосики данному видео, ведь от каждого лайка, говорят, на одного здорового человека в мире становится больше. А Life is Strange за здоровье, как и вы, друзья. Ну и подписывайтесь на безумие, ведь впереди у нас еще очень и очень много интересного. Не, реально я читал в интернетах, впереди много интересного. Ну а с вами был Life is Strange. Пока-пока. Ого! Официальное название королевства Камбоджа. Государство расположено в Юго-Восточной Азии, на юге. Офигеть, друг. Спасибо, что смотришь.